В сюжете Stalker 2 полно странностей. Например, бесовщина в пункте тропосферной связи, когда стрелок показывает мир глазами, внимание, мертвого темного. Как такое вообще возможно? Или потусторонние разговоры с бродягой. Скиф-аки-проводник отправляется в загробный мир, чтобы поговорить не то со слепком сознания бродяги, не то с его проекцией. Черт разберет. Ну а что уже говорить про мертвую долину, концовку шрама? Тут русского языка не хватит, приходится переходить на санскрит и подключать книгу мертвых. В целом так-то и должно быть. Мы находимся в аномальной зоне отчуждения, где происходит всякая мистическая и сверхъестественная хрень. Но порой с потусторонщиной авторы явно перегибают. Это как тот же Герман. Мы его убиваем, а теперь оп, и оказывается это была постановка. Игры разума от Агаты. Во всем этом разнообразии важно не забыть про стиляшку Фауста. Он является апофеозом паранормальщины в Stalker 2. Начиная с той самой встречи на дуге, когда он показывает настоящую зону, совокупность невидимой энергии и источников света. Прямо как мертвый город в фотографии. Кто-то явно вдохновлялся Кастанедой или фотографом. Но еще и Гёте. Фауст не зря получил такое прозвище. Он больше похож не на обычного и даже не на разумного контролера, коим его планировала сделать группа преступных ученых, а на дьявола, злого и коварного манипулятора. Он манипулирует Скифом, Полнием и другими обитателями зоны для достижения своего коварного и мрачного плана, чтобы весь мир стал зоной, чтобы весь мир ощутил то же, что и он, дитя экспериментов. Месть всем даром, и пусть все уйдут обиженными. Фауст не врет напрямую, напротив, иногда он даже чересчур честный и прямолинейный. Когда Скиф спрашивает, почему доктор не может помочь, тот прямо говорит, ну а что может сделать мертвый доктор? То есть, скорее всего, доктор уже давно почил, по состоянию возраста, наверное, как и лесник. А Фауст успешно воспользовался этим и общей неосведомленностью сталкеров, чтобы прикрыться его личиной и дальше промышлять свои коварные дела. Но ведь и не скажешь, что Фауст утаивает это, он говорит об этом напрямую. «Скиф, я не доктор». Но без контекста и дополнительных данных понять это самому трудно. Это смогут сделать только настоящие вундеркинды. Фауста говорит правду, но лишь отчасти. Он не врет, а скрывает. Теперь этот дом. Тут аналогии ясны, оазис в X3. Но попрошу отметить, что дом там был, менялось лишь окружение. Конечно, когда мы придем сюда вне сюжета, до появления так называемого доктора, то обнаружим, что никакого дома и в помине нет. Но это странно. Скиф находился там не раз. Он читал там записки Кайманова, подбирал снайперскую винтовку плеткой и успешно пользовался ей дальше. Он прятался там от выброса в подвале. Он даже встречался там с Рихтером. Поэтому все эти факты ставят меня в недоумение. И по идее, со всем этим странным псевдооборудованием, дом все же был. Иначе я тогда вообще ничего не понимаю про наведенные иллюзии и как они могут так точно симулировать реальность и заменять ее собой. Хотя все эти отражения вокруг, которые видны даже если мы просто встанем под правильный угол, когда будем разговаривать с доктором, как бы намекают, что все вокруг не настоящее. Нас как будто бы поместили в пси-купол и изолировали от настоящего мира. Но, повторюсь, в игре Stalker 2 очень сложный сюжет. Порой кажется, что местами напитаны сюжетными дырами и пространными формулировками, которые иначе, кроме как вводом дополнительных переменных, а-ля наведенные иллюзии, не закрыть. Так и с Фаустом. Он появляется в самый неожиданный момент, хотя мы думали, что он уже давно мертв и почил на дуге. Но оказывается, помимо прочего, он может плодить сверхреалистичных двойников и принимать чужие образы. Тут уже и не знаешь, чем думали ученые, когда создавали такую вундервафлю, которая способна погубить не то что своих создателей, но и весь мир. Единственным, кто догадывался о псевдодокторе, был Стрелок. Он посылал к нему группу волкодава, явно подозревая, что бороться они будут не со старым пнем, а с чем-то поопаснее. И когда Стрелок понял, что даже целая группа профессиональных наймов не способна противостоять доктору, в том числе из-за дурачка Скифа, который вмешивается во все разборки, куда его даже не зовут и не просят,
Он отправил убить доктора самого Скифа. Мол, ты наварил каши, ты и расхлебывай. Если Скиф стоит целой армии, то только такой и может разобраться с доктором. Тем более у него уже есть опыт битвы с Фаустом. Весьма иронично, что если мы пойдем по концовке Скифа, не станем убивать доктора, то нарушим планы Стрелка во второй раз. Опять помешаем убить Фауста. Что же, Стрелку стоило бы научиться не доверять дела посторонним людям, а тем более Скифу. Скорее всего, Стрелок догадывался, что доктор не тот, за кого себя выдает, но не знал об этом наверняка, сомневался, поэтому и доверил дело Скифу, чтобы не чувствовать груз ответственности в случае, если он окажется неправ. Про связь Стрелка с наемниками в Сталкер 2 мы еще поговорим. Я бы еще задался вопросом, не причастен ли Стрелок к их подвижкам в Зове Припяти, когда они искали секретные документы. А пока завершим тему Фауста. Мощно, неожиданно, стильно, но с ощущением какой-то несостоятельности, будто бы сюжет держится на соплях, и приходится по пыхах затыкать дыры псевдонаучной фантастикой и откровенной шизопаранормальщиной. Но вместе с тем это круто, ибо это порождает споры. Весь этот выпуск тоже теория, а не истина в последней инстанции. Поэтому мы можем только предполагать, где же доктор и на что еще способен Фауст. Но это интересно, ведь сюжет трилогии был весьма предсказуем, за исключением легендарного мува под названием Меченый Стрелок. А тут мы получаем кучу размышлений. Даже если пройдем игру на все 4 концовки, мы все равно останемся в непонятках. И ответы на некоторые вопросы, похоже, без Stalker 3 не получить. Допоки вона не відкрила мені очі. Щоб пригода, що зветься життям, тривала, маєш прийняти волю як необхідне.